Сегодня у нас на обзоре настоящие динозавры мобильной фотографии, объективы Industar со светосилой 3,5. Конструкция этих объективов восходит к началу 20 века. Они выполнены по оптической схеме Tessar. Конструкция эта не менялась с тех времен практически никак. Лишь менялась форма корпуса, менялись сорта стекол и добавлялись просветления на стекла. Объективы эти выпускались вплоть до 90-х годов. Почему? Потому что у них была очень удачная оптическая схема, очень резкая, цветастая, контрастная, и при этом они обладали очень небольшой ценой. Поэтому это были очень массовые объективы, они выпускались миллионами, и найти такой объектив по очень небольшой цене не составляет никаких проблем даже сегодня. Безусловно, эти объективы довольно нишевые, но своя ниша у них есть. Раньше у меня была зеркалка, и на зеркалке я его пробовал, такой объектив Industar 52. Но поигравшись с ним пару дней, понял, что ставить мне его на свою зеркалку не очень хочется. Потому что на зеркалке он меня как-то ничем особо не впечатлил. У него средняя светосила и очень компактный размер. Поэтому на зеркалке он смотрелся, ну так себе, довольно-таки нелепо. Потому что, как маленький такой прыщик вместо объектива. Или заглушка. К тому же зеркалка у меня была кроп, и на этом кропе он не выдавал те оптические характеристики, под которые был рассчитан. Поэтому и обещанной резкости какой-то я на нем вроде как и не увидел. Но мне все равно понравились его цвета и его способность работать в условиях такой городской съемки. Очень интересные атмосферные кадры получались. Ну вот, когда у меня появилась полнокадровая беззеркалка, здесь-то и всплыли все его преимущества. А именно большая компактность, хорошая резкость на полном кадре и дешевизна. Такой объектив у меня прочно занял место на моей беззеркалке. Я его беру с собой на прогулки, тогда, когда у меня нет каких-то специальных, заведомо интересных съемок. Просто такой объектив на повседнев, на каждый день. Он очень компактный, он дешевый, за него не страшно, поэтому с ним очень удобно и хорошо снимать. Особенно какие-то бытовые, семейные фото, за глаза и за уши его хватает. Он практически не утяжеляет объектив, и всегда его можно брать с собой куда угодно. То же самое я могу сказать и про вот эти складные версии объективов Industar со светосилой 3,5. Они еще меньше места занимают на вашей беззеркалке, потому что они по сути для этого и были созданы. Это объективы от дальномерных камер, максимально компактны. В таком сложенном виде камера, пленочная камера, целиком помещается в карман без всяких проблем. Правда, на современных беззеркалках проблемы кое-какие есть. Как вы видите, в сложенном состоянии задняя часть объектива сильно выступает за область переходника. Из-за этого вот эта хвостовая часть может в определенных ситуациях повредить сенсор или затвор. Для того, чтобы этого не произошло, я использую вот такие резиночки. Это, конечно, колхоз, но ничего другого мне в голову не пришло, никакая более интересная идея. Если у кого-то есть идеи, как можно сделать что-то подобное более изящным способом, напишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Но, тем не менее, решение рабочее, свою функцию выполняет, поэтому вполне живет у меня на камере. Хочу сказать, что складные объективы мне очень зашли и прижились на моей камере, они мне очень понравились. Опять же, благодаря своей компактности. Ну и еще есть немаловажный фактор, у них очень необычный внешний вид. И на современной беззеркалке мы получаем такую версию стимпанк. Что-то из современного мира, цифровой эпохи, скрещенное с чем-то очень старым из далекой аналоговой эпохи, начала появления фотоиндустрии вообще. Также огромный плюс использования вот этого поводка, который очень облегчает процесс фокусировки и делает его быстрее. В крайнем положении это у нас бесконечность. Когда мы переводим в другое крайнее положение, это соответствует примерно 1 метру. Когда мы переводим положение вниз, это примерно 2,5 метра. Ну и очень легко понять, где в какую сторону, где играться. То есть буквально вот 1-2 движениями
очень легко можно установить, интуитивно понятно, в нужное положение и легко поймать фокус. Первый объектив, про который я сегодня расскажу, мой самый любимый в линейке Industar, это объектив FET 3.5 50 мм. У него есть еще другое название Industar 10. Это один из ранних объективов Industar, один из самых первых. Начинал производиться в СССР еще до войны, и первые версии у него не имели вообще никакого просветления. Но моя версия это уже середина 50-х годов, тоже на самом деле заря производства фотоаппаратов в СССР, массового, по крайней мере, производства. Эта версия уже имеет, конечно, просветление, но она, тем не менее, достаточно самобытна. И чем мне нравится, тем, что у нее потрясающая резкость на полном кадре, разумеется, и очень необычные цвета. На остальных индустарах цвета вполне традиционные и имеют такую гамму, скажем так, нейтральную. Здесь идет такой чуть более контрастный и холодный оттенок, и вот он придает картинкам очень приятный вид, интересный. Ну и резкость у него просто бомбическая. Такие вот бытовые кадры снимать очень хорошо и резко он вырисовывает людей, объекты, и неплохо умеет отделять задний фон, как и все индустары. И в чем-то его рисунок похож на Helios, он тоже немножко закручивает фон, но, правда, боке у него довольно нервное и такое своеобразное. По конструктиву этот объектив немножко отличается от остальных индустаров. Вот этот выдвигаемый тубус у него один из самых небольших, поэтому даже на беззеркалках, если его сложить, то он, по идее, не должен доставать ни до сенсора, ни до плоскости затвора. Ну, проверять я этого, конечно, не стал, наколхозил резинки. Еще из интересного, у него вот в этом крайнем положении есть парковка, то есть он так защелкивается. Когда мы достаем его в рабочее положение, его нужно вот так завернуть до упора, и он готов к съемке. Правда, в сложенном состоянии он, к сожалению, никак не фиксируется, просто свободно вращается, поэтому может запросто выезжать, что не очень приятно. Диафрагма у него управляется вот так, вот этим колечком спереди. Это не очень удобно, но тем не менее имеем, что имеем. Обычно я снимаю просто в положении 3.5. Объектив, конечно, очень склонен к всякого рода засветкам. Когда попадают лучи солнца, он сразу теряет контрастность. Но, тем не менее, многие фотки удается спасти, вытащив в редакторе, накрутив контрастность, и вполне все сносно становится. Ну, конечно, вот эти множественные блики радужные, это вот практически никак не убрать ни в каком редакторе. Вообще, объектив вызывает ощущение очень качественного изделия, очень интересно сделанного, и на моей беззеркалке он точно прижился. Плюс я снимаю на пленку, в частности на этот фотоаппарат FET 2, да и на другие. И вот этот объектив в этом смысле очень хорош. Он компактный, его легко брать с собой, и мне он очень нравится. Сейчас вы увидите примеры фото и видео с него, а потом мы вернемся к рассмотрению других объективов Industar.
Следующий объектив на рассмотрение — это Industar 22. По оптической схеме он представляет из себя то же самое. По картинке немножко отличается. Картинка здесь уже более традиционная, цвета более нейтральные, такие как у остальных индустаров. Но на солнце он, конечно, тоже сильно бликует. Конструкция корпуса у него есть определенные изменения. Во-первых, длина вот этого тубуса несколько побольше, он сильнее выдвинут. Конструкция парковки здесь тоже другая. Если на объективе FET там просто защелка была, то здесь используется вот такой подпружиненный барашек. Когда мы его ставим в положение парковки, он защелкивается. И чтобы снять с парковки, нужно надавить вот сюда. Тогда механизм освободится, и мы можем его повернуть. На фотоаппарате, под который он был сконструирован, с этим нет никаких проблем. А вот на беззеркалке с переходником проблемы уже определенные есть. Поскольку здесь есть место, а на фотоаппарате дополнительного места не будет. Получается такая картина, что нажимая на этот барашек, ничего не отжимается, места просто под это нет. И мы, соответственно, не можем его снять с парковки. Поэтому здесь есть два варианта решения. Либо открутить этот барашек, это возможно, и не париться, но тогда нарушается весь конструкторский замысел. Либо снять его с парковки и не ставить его больше на парковку. Даже в этом положении на моем переходнике все равно есть бесконечность. Диафрагма здесь управляется практически таким же способом. Единственное отличие — здесь колечко с такими ришками. И можно, в принципе, взять в любое место и повернуть. В отличие от предыдущего объектива, где нужно было хвататься за такой выступ соответствующий. Без этого повернуть было нереально. Что касается картинки с этого объектива, ну, она, в принципе, мало чем отличается от объектива Industar 50 или 52. С единственным отличием, что бликов он все-таки ловит побольше. Сейчас я включу примеры фото и видео. К сожалению, сильно много я с этим объективом поснимать не успел. Ну, что успел, в принципе, вы тоже это увидите. Ну и, наконец, объектив Industar 50. Здесь версий существует уже побольше. Есть такая же складная версия. Все то же самое. Корпус, как в Industar 22. Единственное отличие, будет надпись другая. И, естественно, будут использоваться немножко другие стекла с немножко другим просветлением. Также есть зеркальная версия этих объективов. Подойдет на любые, практически на любые зеркальные фотоаппараты. Современные в том числе. Черная версия с резьбой М42 называется Industar 52. Это вот самая распространенная и самая универсальная версия, которую можно установить практически на любой фотоаппарат. У меня есть зеркальная версия объектива Industar 50. Она тоже подходит на зеркалки, но здесь резьба М39. Использовалась на зеркальных фотоаппаратах 50-х, 60-х годов до перехода на стандарт М42. Но существует также дальномерная версия этих объективов. Есть Industar 50 черный и Industar 50 серебристый. Отличаются они, по сути, вот этой дополнительной вставкой, которая прикручивается к объективу.
И благодаря этому мы можем ее использовать на дальномерной камере. По конструктиву и способу управления здесь фактически все то же самое, просто используется немного другой, более стационарный корпус. Также осуществляется фокусировка, также управляется диафрагма спереди. Делать это, конечно, хоть и не особо удобно, но все-таки удобнее, чем на складных версиях. Industar 52, наверное, самая доработанная версия индустаров. У нее самое лучшее просветление, самые современные стекла, которые могли использоваться на тот момент. И дает этот объектив самую, по сути дела, современную и резкую картинку, которая может только быть. Для индустаров, разумеется. К сожалению, блики он тоже ловит, и довольно-таки неплохо. Хотя некоторые авторы утверждают, что при прямых солнечных лучах он ведет себя неплохо. Ну, не знаю, на моем опыте блики он ловил, дай боже. Ситуацию частично можно исправить, надев бленду, установив какие-то дополнительные фильтры. Ну, на мой взгляд, особого смысла в этом нет. Эти блики зачастую придают картинке даже дополнительное веселье. Огромнейшим плюсом этого объектива является его компактность, распространенность, дешевизна. Его легко можно взять с собой и что-то снимать. Весит он около 70 граммов. В принципе, в качестве запасного объектива его тоже можно таскать с собой. Смотрим примеры фото и видео с этого объектива. Итак, краткое резюме. Объективы по-своему интересны, имеют свою нишу. Мы можем их взять с собой куда угодно, они не занимают много места, дают достаточно качественную, резкую, цветастую картинку. На мой взгляд, если у вас беззеркалка, то для прогулок, для повседневных каких-то съемок must have. Такой объектив никогда лишним не будет. Даже из такой, казалось бы, древней конструкции можно выжать довольно немало интересных кадров. Приобрести такие объективы можно у меня. Смотрите ссылку в описании на мой профиль на Авито. Если обзор понравился, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хороших кадров!